В этом конверте тайная информация о том, как на самом деле создаются скины. Сказал разоблачение Акслибол. Пожалуйста, Артур, объясни нам, что это такое? Важная информация. У вас есть шанс получить голду. Для этого заливайте свои шорты с использованием клипов из этого подкаста. Тегайте наш канал и оставляйте свой ID в названии к видео. 3 авторов видео с самыми большими просмотрами получат от нас голду. 1000 голды за 3 место, 3000 за 2 и целых 5000 голды за 1 место. В случае победы мы не будем вам никуда писать, а просто перечислим голду на баланс. Подробности в описании. Всем привет! Сегодня мы выходим с вами на связь в очень необычном для нас формате. В формате подкаста. Мы думаем, что именно так получится наиболее обширнее и понятнее раскрыть тему скинов, потому что это главная тематика этого подкаста. И у нас в гостях ведущий художник по игровому дизайну Артур. Всем привет. Итак, Артур, прежде чем мы начнем, у нас для тебя и для зрителей подготовлен небольшой сюрприз. Это тайный черный конверт, в котором хранится твоя самая главная тайна. Что это за тайна, мы узнаем в самом конце, поэтому обязательно досмотрите видео до конца. Самый первый вопрос для всех наших зрителей, которые вообще не понимают, как рисуются скины. Что у вас за отдел? Вообще, есть ли у вас отдельный отдел в компании, который рисует скины, или это просто отдельные художники? Как все функционирует? Да, у нас существует отдел, как ты говоришь. Да, наш отдел, в котором я работаю, он отвечает за создание внутриигрового контента. То есть мы рисуем скины, мы рисуем граффити, стикеры, брелочки, концепты брелков. И как происходит, собственно, сам процесс скина. Давай представим, что мы сейчас вот втроем собираемся создать какой-то новый скин. С чего обычно все начинается? Ну, вначале мы отталкиваемся от какой-то темы. То есть, например, если есть у нас какой-то ивент или же там, сезонное обновление, всегда есть некая тема, движущая вот всем визуалом, который мы потом видим в итоге в игре. Вот. Мы вначале вдохновляемся какими-то образами, которые, может быть, приближены к тематике сезона. Вот. Потом мы создаем уже сами иллюстрации. То есть непосредственно арты, которые потом в дальнейшем станут будущими скинами, например. То есть наброски такие черновые. Да, вначале делаются черновые наброски, поиски композиции. Очень много работы происходит именно по части поиска, дизайна, цветовым каким-то пятнам. Вот. Мы стараемся очень много сделать, много сил мы вкладываем в то, чтобы сделать что-то уникальное, уникальный контент. Вот. Еще сразу вопрос. Вот сказал про то, что есть тематика коллекции какой-то определенной. Эту тематику вам, грубо говоря, приходят и говорят, у нас будет тематика, я не знаю, там, в тропическом стиле, и вы рисуете под тропический стиль, или вы сами определяете тематику и сами же рисуете под нее? Если ивент или сезон планируется под Новый год, и, к примеру, отдел, отвечающий за создание окружения, то есть те, кто создают карты, они решают, например, сделать вот как в одном из ивентов недавних. Новый год в стиле какой-то гавайской... Hot Winter Party. Я в какой-то мере тоже участвую в обсуждении подобных идей. Вот. И мы совместно со всей командой, то есть с разными командами обсуждаем, интересна ли эта тема или нет. Вот. Потом, если идея утверждается, мы уже отталкиваемся от этой идеи и создаем уже контент, который очень хорошо подошел бы к обновлению. Угу. А сколько у вас в отделе, который рисует скины, вообще человек? То есть и сколько в идеале нужно человек, чтобы делать контент в виде скинов, брелков, перчаток для такой игры, как Standoff 2? На данный момент у нас где-то 7 человек вроде бы.
Вот, это, в принципе, 7-8 человек. Очень важно не количество людей, которые участвуют в разработке, а их навыки. То есть у нас в команде работает очень много очень хороших профессионалов, то есть своего дела, то есть классных художников, которые могут за короткий срок создать очень интересный визуально цепляющий скин. То есть человек может, например, хорошо уметь рисовать, но у него может и не быть какого-то видения. Вот. А для нас очень важно именно какое-то вот такое вот концептуальное представление того, что мы бы хотели показать игрокам, чтобы это сочеталось с самой игрой. Вот, кстати, про сочетание. Учитываете ли вы, когда создаете какие-то скины, стикеры, перчатки, ножи, как они будут друг с другом сочетаться в игре? Конечно. Наверное, учитывая то, что у нас в игре есть сеты, и их создают, наверное, это, естественно, Ну, просто вопрос в том, насколько у вас конечное и итоговое видение совпадает с тем, что делают игроки. То есть игроки собирают сеты из разных коллекций. И вы как-то адаптируетесь, или вы стараетесь в рамках одной коллекции придумать там сеты, чтобы они сразу были? Ну, на самом деле, это комплексный вопрос, и невозможно прямо сделать сет сразу. То есть, если мы добавляем какие-то дополнительные скины, чтобы они подходили к неким сетам, например, зеленый сет, там, фиолетовый, то мы стараемся в разных коллекциях добавлять. У нас, кстати, вот как раз-таки, Женя, и был вопрос, почему у нас нет какой-то, знаешь, коллекции в одном стиле. То есть, допустим, коллекция, где все скины только красные или только белые. То есть... Или, есть какие-то риски при создании такой коллекции, или что? Как будто бы такая история должна выглядеть очень стильно, если это целая коллекция. Прям все предметы и в ней все предметы, да. Да, есть риски на самом деле. Если все упирается в рамки Battle Pass того же, если брать за основу Battle Pass, то есть вероятность того, что все предметы могут выглядеть слишком похожи, и тогда непонятно, как их оценивать. То есть, например, самый дорогой скин, самый дешевый скин, тот и тот белый, например. Редкости как-то, кстати, распределять-то в таком случае? Да. Они же все одинаковые. Они все одинаковые. То есть мы пытаемся в рамках, например, одной цветовой схемы заданной стилистики рисовать скины, но не всегда это выглядит как-то интересно, разнообразно. Мы стараемся больше разнообразия внедрять. Я еще подумал, может такая ситуация возникнуть. Например, выходит кейс, в нем 20 скинов, все одинаковые расцветки, Да. а тебе он не понравился. Не понравился цвет? Да, тебе вот, рисунок не понравился, цвет, вот не хочешь, там он, допустим, какой-нибудь черно-фиолетовый, да, допустим, а ты такой, а я красный хотел. И все, у тебя весь кейс просто мимо тебя проходит. Дождись своей очереди, через полгода нарисуем красный цвет, ничего страшного. Вот нарисовали недавно. Да. Хотелось бы поговорить вот о чем. У тебя есть твой любимый скин? Вообще, у меня очень много скинов, которые очень нравятся, но больше всего... Ты имеешь в виду из тех, которые я рисовал? Или? Вот которые, да, скины, которые нарисовал не кто-либо из твоей команды, а вот именно сам ты нарисовал. Вот из всех скинов, которые мне лично нравятся, из тех, которые я рисовал, это, наверное, самый первый скин вообще в игре... Ой, не в игре, в смысле, когда я пришел в компанию. Вот, когда я пришел в компанию, я нарисовал свой первый скин. Это было осенью 2020 года. Он называется Blizzard. Вот, на MP7. И, в общем, я до сих пор смотрю на него и прям с удовольствием... То есть за все это время, за 3 с лишним года, тебе не кажется, что он какой-то не такой, что ты там был неопытный? То есть он крутой. Мне он нравится по своей динамике, по цветовой гамме, то, что он такой дерзкий, и одновременно там есть иллюстрация, что, в принципе, она вписана в такой вот общий дизайн, то, что там бык такой динамичный. Слушай, MP7 очень напоминает по форме своей Mach 10. Об этом мы сегодня еще поговорим. А где здесь бык, я не вижу. Ну вот, морда и рога.
Нос. Слушай, правда, бык. Я его все это время не замечал. А ну-ка, я вот не понял, честно. Вот здесь. Это на носорога какого-то похоже. Ну, Нет, бык. вот здесь вот два рога. Ну, то есть Да, вот этот, розовые рога. да, ё-моё. розовые рога. Ребята, на моушене вы выделите его в этом цветом. Офигеть. Мне кажется, после этого Ну, вот в стилистике как раз логотипа. напишите в комментариях, если вы замечали быка на скине MP7 Blizzard. Я слышал еще одну историю про другой скин, который ты нарисовал. Ты мне как-то и рассказывал эту историю. Это, Фуджин. да, Z50 Fujin. Тоже скин, да, я его тоже рисовал на 3-й сезон. В общем, если, например, Blizzard я его нарисовал достаточно быстро, там, где-то дня за 3, наверное. Ну, в целом, с разработкой, с созданием идеи, вот как-то вот, ее нужно выносить вначале как-то и потом уже реализовать, то Fujin мне пришлось очень много времени потратить, чтобы вот именно сформировать идею, отрисовать иллюстрацию с вот тем демоном, который вот демоническая маска на прикладе. Вот. И чтобы проработать все детали, которые на нем вот есть. Это самый затратный, наверное, по времени скин из всех, которые я делал, в принципе. Да, тут заметно вот какая-то ржавчина небольшая, потертости вот эти возле болтиков, вот Да. такой ржавый металл. Мне просто самому очень лично нравится стилистика киберпанка, поэтому, когда мы решили делать 3-й сезон в этой стилистике, я прям очень сильно вдохновился, и я такой, все, я должен сделать что-то прям такое проработанное, интересное, кайфовое, и поэтому я прям с удовольствием рисовал. У всех игроков в Standoff 2, в том числе, я думаю, уже не больше, Абсолютно. вопрос про то, когда будет аниме-коллекция в Standoff 2. И ждать ли вообще ее? От твоего ответа сейчас зависит, будут ли написать в комментариях об этом на протяжении года или нет. Ну, вообще уже в этом летнем обновлении мы хотели добавить аниме-скины, но вот так вот не сложилось. На самом деле от многих факторов, опять-таки, повторюсь, зависит разработка и иллюстрации. Ну, один стикер там есть. Значит, если планировали, не сложилось, наброски остались, Да. когда-нибудь мы их увидим. Нет, ну а почему не сложилось? Раскрой как. Ну, вообще, аниме-стилистика, она на самом деле не простая. То есть, вот хоть кажется, что там ничего такого сверхъестественного нет, но вписать эту стилистику в рамках какого-то обновления достаточно, тоже непросто. То есть, как по реализации тоже непросто рисуется относительно. Вот. Но мы можем, мы рисуем. Это сложно, но мы умеем. Все нормально. Не Сложно, но стоит можем, да. Но еще сюда включается такой аспект, как вот сама стилистика обновления. То есть изначально, вот, например, летний ивент, он в разработке включал в себя и какое-то небольшое аниме вкрапление, так сказать. Ну, то есть вот именно по стилю, по вайбу. Вот, и мы хотели туда вот создать скины в аниме-стилистике, но потом немножко переиграли, и в итоге скины тоже поменяли свое первоначальное. То есть очень многое зависит, в общем, от обновления. Да. И значит нам... Критически важно, да, чтобы обновление. Например, если бы у нас был Новый год в азиатском стиле, то все. там было бы все в аниме-скинах. В общем, для того, чтобы у нас были аниме-скины, нужно аниме-обновление. Да, но вся обнова. По идее, да. То есть мы стараемся хоть немножечко аниме в рамках того, что мы рисуем, добавлять, но много не получается. Передаем это в разработку. Ну вот что говорили как раз об оценке от аудитории. Ты, полагаю, следишь за тем, что аудитория пишет и
вообще говорит о Это, скинах? то есть реагируете на отзывы аудитории? Конечно. То есть, например, вот не так давно, это было на Хэллоуин, вроде как, был запрос на зеленые ножи и зеленые перчатки. То есть, в основном на зеленые перчатки. Вот. И мы такие, да, действительно, у нас в коллекции не хватает таких. Мы решили нарисовать. Знаю я одного контент-креатора, который не согласен с появлением этих перчаток, но неважно. Поэтому, ребят, художника обидеть может каждый, а вы в комментариях напишите, какой скин ваш любимый. Вы пробуйте нарисовать скин, а потом уже пишите Да в нет, комментариях. это уже другое, конечно. У нас для тебя есть небольшой интерактив. Мы тебе будем показывать скины, которые вышли в разные временные промежутки. Твоя задача будет угадать их название и цену на рынке. Хотя бы примерно. Мы начнем с самого элементарного уровня. Вот именно с этого скина. Так, ну, это скин, который я рисовал. Это Диглауэт. У него уже есть, получается, фанк. Фэнк, нож, да. Так, Нужно угадать его стоимость на рынке. да. Наверное, где-то 1060-70. Близко. Очень близко. Давай точно определимся. 60 или 70? 70. Дальше. Холодно. 59. Он стоит сейчас, на момент записи этого видео, он стоит 57 тысяч голды. В момент выхода, когда он только появился, конечно, он там взлетал и выше сотки, по-моему. Да, он там стоил 150 вроде бы. Едем дальше, чуть посложнее. Следующий скин у нас вот этот. О, это же раньше он выдавался новичкам, вроде бы, в игре. Коллекция Скорпион. Да. Ну, я не помню название. Это очень старый скин. Хорошо, сколько он хотя бы стоит? Наверное, где-то 500 тысяч. Ты слишком Ну, дорого ребят, оцениваешь свои ладно, скины. Все, это не все мой скин. покупаем этот скин, потому что ведущий художник оценил его в 500-1000 голды. На самом деле он называется Spring и стоит, Антон, сколько? Он стоит 0,55 голды. Ну, вот видите. То есть ты в 1000 раз завысил его цену. Движемся дальше. Уровень медиум. И это один из новых не скинов, но стикер. Стикеры, да. Название не помню, потому что он новый. И... Так, казалось бы, ну свежо еще должно быть в Нет, у памяти. меня... Как у нас происходит разработка? Мы вначале отрисовываем, а потом им дается название. Вот. И уже когда на стадии названия, я уже там... Название не от вашей команды уже Да, зависит. не от нашей команды, да, это другая уже команда разрабатывает. Поэтому я на этой стадии уже как-то проваливаюсь. Потому что мы разрабатываем визуал. Буквы эти вообще не интересуют. Нет. Нам нравятся картинки. Хорошо, да сколько, как думаешь, он стоит сейчас, вот этот стикер? Стикер, наверное, он стоит... Монаркановый. Так. Рефлекс. Рефлекс, тем более, да. Ну, блин, наверное, 2-3. Перелет. Перелет. Куда ниже цена на самом деле? Да, сейчас его цена это символичные 222 голды. Вот как я, как автор, переоцениваю. Просто, ну, наверное, навыбивали просто много, поэтому много экземпляров. Уровень сложный, уровень hard. Это Revenge коллекция, 5 сезон. Так. Я даже не помню, как он называется. Блин. Я тебе подскажу перевод. Он переводится как «пожиратель душ». Ладно, сколько стоит? Ладно, стоит, наверное, ну, где-то в районе 1000-2. Близко к 1000. Раньше он действительно был дороже, сейчас его цена опустилась до... 840 голды. Угу. Что обидно. Мне лично этот нож очень нравится. Я с ним гонял, вообще стилет обожаю. Стилет классный, да. Его классно показали в сезоне. В трейлере.
Прыгали, да. Там письмо вскрывалось. Мы тоже сегодня вскроем один конверт, и мы не забыли. И последний скин, уровень Impossible. Это же прошлый летний ивент Space Vision. Я даже не помню, как это. Вот, кстати, он разрабатывает все названия скинов. Вот если что, какие вопросы, вот к нему. Жень, как называется? Эта пушка называется Xenogard. О, Предыдущий, кстати, стилет назывался Soul Devourer. Пожиратель душ. Сколько стоит, как думаешь, Xenogard? ну, наверное, где-то... Ну, недорого, да? Ну, недорого, Очень- но зависит очень от того, что недорого. для тебя недорого. Ладно. 10 голды. Ну, кстати... Почти, хорошо. Довольно близко. Да, близко. Возможно, к моменту, когда ролик выйдет, она будет стоить 10 голды. Но сейчас она стоит Поднимется. 7,7. Так что вполне неплохо. Артур Я угадал. молодец. Над названиями надо поработать, конечно, еще. Мы этим займемся обязательно, не переживайте, будем учить. Ну что, я думаю, настал тот момент, когда мы перейдем к главной теме сегодняшнего вечера, а именно к этому мистическому черному конверту. Я бы сказал, разоблачение Акслиболт. Разоблачение Артура, Аксельболт, всех сразу. В этом конверте Кажется, я знаю. содержится тайная информация о том, как на самом деле создаются скины в Аксельболт. Итак, я не совсем аккуратно это сделал, конечно, но... Итак, Артур, объясни нам, пожалуйста, всем зрителям, что это такое. Давай, я с одной стороны, ты с другой. Вот объясни. Посмотри на это, найди 5 отличий. Ну, они вообще разные. Они отличаются очень сильно. Ну, похоже, что там есть глушитель. Но Но это его не глушитель сп- там давно. Это уже. его не спасает. Да. Нет, ладно. Да, давай поговорим о том, вообще, да, поговорим об этом скине, о Маг 10 Ruby Shadow. Первый неймлес скин, который появился не в сезонном обновлении, а в ивентовом. Появился внезапно, даже не с обновлением, а спустя неделю вместе с событием, да. Расскажи, как вообще создавался скин, почему он такой, почему он неймлес и что за история вообще с ним связана. Ну, вообще, да, вот, кстати говоря, по поводу разработки скинов, мы, конечно же, смотрим на все, что происходит вот вокруг нас, чтобы не повторяться. То есть очень важно сделать какой-то уникальный контент. То есть нам критически важно делать то, что в других играх, например, либо что-то вскользь есть, либо этого нет. Вот. Но... Да, тут это чистой воды совпадение. Вот. Мы знали, что, например, в КС есть монохромные скины. То есть там... Монохромный — это где Да, один один цвет, цвет просто не присутствует. рисунка, ничего нет, Да. просто цвет. Вот. Но одновременно как бы мы не думали, что там... возможно, даже забыли, потому что невозможно в уме держать все скины во всех разных играх, чтобы не повторяться. То есть мы хотели сделать тоже монохромный скин, которого еще в игре не было у нас. То есть мы хотели сделать что-то уникальное. Вот, Для нашего. именно для стендов и для нашего проекта. Вот, и возникла такая идея. А было бы классно сделать что-нибудь такое одноцветное. То есть посмотрели, вскользь КС, чтобы не повторяться, но, как оказалось, мы... Не заметили, Не заметили. пропустили. Да. Как же так? Вот, попробовали разные цвета. Во-первых, взяли Маг 10, потому что на нем прикольно... Он, такой плоский, сам по себе его форма. И на нем прикольно стикеры могут смотреться. То есть на монохромных скинах стикеры очень классно могут выглядеть. АКР Карбон передает привет. И поэтому мы решили сделать данный скин именно на этом оружии. Вот.
Ну, и я, как обладатель красного инвентаря, скажу, что на Мак 10 красных скинов тоже, насколько я помню, нет. Либо есть, но Нет. какие-то там не совсем красные. Да-да-да. То есть там есть разноцветные, но вот именно вот прям красного, да. И по идее мы попробовали множество разных цветов на это оружие. То есть помимо красного там и кислотные цвета, зеленые, там синие, там бирюзовые, фиолетовые. Но нам больше всего понравился именно красный. Вот. Поэтому решили его таким оставить. Тогда давайте раскроем еще всю подноготную этого скина, скажем так. Какая была ваша первая реакция, когда вот вы узнали о том, что два совпадения произошли, да. потому что вообще некоторые сотрудники, они предлагали, может быть, вообще не добавлять в игру. Да, мы рассматривали такие варианты, что, может быть, вообще перерисовать его, сделать что-то другое, не добавлять его, вообще кардинально что-то иное сделать, на другом оружии. Но мы подумали, во многих играх есть красные скины. То есть, почему мы не можем тоже использовать красный скин и на выбранном оружии? Да, совпало. Бывает такое, как оказалось. Вот. Но у нас... я даже не знаю, как это сказать. Мы стараемся привнести что-то такое вот прям супер уникальное. Вот, например, если сравнивать эти два оружия, то у него помимо цвета больше ничего нету. А мы же хотели сделать какую-то изюминку, то есть добавить больше металлика, чтобы он блестел. То есть, наверное, если бы я делал бы подобный скин, то я бы его тоже переработал бы. То есть, по идее, мы сделали здесь то, что мы сами хотели. А то, что они совпали, это удивительно, и в истории останется. Да, нас часто упрекают в том, что происходят другие похожие совпадения. Некоторые я порой смотрю, показывают две картинки скинов, да, на них изображены тут монстр какой-нибудь, тут какой-нибудь монстр. В чем, как говорится, совпадение? И как раз, да, возвращаясь к теме того, что ты изначально говорил о том, что есть вдохновение разными темами, там, киберпанк, или, если говорить про летнее обновление, там, какие-то мотивы майя, инки, вот это вот похожая стилистика, атмосфера, то есть то, что служит для художника вдохновением. И, по сути, то, что вдохновило одного человека, почему не может вдохновить другого? По идее, да, так и есть. Получается, что мы, когда смотрим в то, что вокруг нас происходит, это тоже может вдохновлять как меня, другого художника, и художника из другой компании, например. И какие-то идеи могут пересекаться. Ну и вообще нужно помнить о том, что все уже придумано, потому что мне как раз-таки на днях Женя историю рассказывал, как он называл скин. Это было про название ножа, могу я тоже рассказать, но закончи, да, сначала. Про то, как названия совпали, но при том он вообще об этом не подозревал, не подразумевал. Вот можешь, в принципе, и сам. Да, это была история, связанная с ножом Sting. Как вы знаете, зрители, нож Sting, он был придуман внутри нашей студии, то есть мы сами смоделили этот нож. Разумеется, он выглядит реалистично, но в отличие от многих предыдущих ножей, керамбита, бабочек, за основу не был взят какой-то уже существующий нож. И сначала придумалась модель, после чего ребята из команды художников приходят ко мне и говорят: Жень, помоги придумать название для этого ножа. Я сидел, думал, говорю, вот давайте назовем его Sting, в переводе «жало». В принципе, прикольное название для холодного оружия. Все, так и назвали, и когда нож уже появляется в игре, появляются комментарии в духе: да, вот этот Sting вы украли, вот оттуда начинаешь гуглить просто нож Sting, там попадаются какие-то кастомные кастомные кузнецы, которые выковывают ножи, называют их точно так же. Ну да, жало — это вполне логичное название для холодного оружия. Да, совпало, но, тем не менее, это не отменяет уникальности Стинга. Если кто-то до этого сделал нож похожей формы, не такой же похожей формы, назвал его Стинг, жало, то неужели никому другому больше не может прийти в голову такая мысль? Такая мысль, между прочим, первому в голову пришла Толкину, который еще в начале прошлого века в своем «Властелине колец» так назвал один из мечей. Меч, которым Фродо Бэггинс там отгонял паука, не помню, как его звали, жало, Стинг. Вот так вот.
Но в стендоффе не отсылка, если что. Но мы можем немного развить мысль, подвести к какому-то заключению о том, что все хейтеры, которые говорят, что мы там у кого-то подсмотрели, своровали, к чему вообще можно все это подвести? Либо совпадение, либо есть вещи, которыми художники вдохновляются, ну, все художники мира. Это какая-то культура, какой-то стиль, какие-то природные явления. Даже просто какие-то дизайнерские приемы. То есть, например, создание чего-то монохромного — это тоже дизайнерский прием, как и создание какой-то иллюстрации более сложной. Или какие-то резкие линии, например, Да. или градиенты. То есть это все прием. Но наш скин лучше. Никто не спорит. Продолжая тему монохромных скинов, такой вопрос: будут ли еще скины в подобном стиле? Появятся ли они, может, в рамках кейсов или в батл-пассах? Ну, все возможно, на самом деле. Это то же самое, как и с аниме-скинами. Например, если есть потребность, то мы ее будем стараться реализовать. Если, например, нашим игрокам захочется больше вот каких-то таких одноцветных, монохромных рисунков, скинов, чтобы их стикеры, например, лучше читались на их пушках, то да, мы с удовольствием будем делать там целую серию, коллекции такие. В таком случае мы подготовили специально для тебя источник вдохновения для таких скинов. У нас есть миллионы референсов. Это... Покажи. Есть розовый референс. Вот, куча всего. Есть зеленый, есть Ну, красный. вот этот мы, наверное, уберем. Тут и так слишком Да, много таких скинов. многовато будет. Да, ну и красный в игре тоже есть. Красный мы тоже отсюда... Уже Вот. надо убирать. Да. Это наш тебе подарок. Спасибо за то, что пришел. Вдохновляйся, рисуй, твори. Спасибо. Ждем больше монохромных скинов. И ждем больше крутых и классных. И аниме-коллекцию тоже мы ждем. Аниме-коллекцию. А на этом мы заканчиваем наш мини-подкаст. Большое спасибо за просмотр. Обязательно подпишитесь и напишите в комментариях, чтобы вы спросили у Артура и какой скин вам нравится больше всего. Отдельное спасибо Артуру за то, что пришел, и вам за то, что вы досмотрели до конца. Ну а теперь можно прощаться. Пока. Пока! Пока.